Ура! Наконец-то! Наконец-то сезон кукурузы открывается. Кукуруза уже поспела. И я пришла с кастрюлей. Так, сразу показываю вам. Вот, видите, это все я фиксирую кукурузу на семена. Скажете вы, нет, нельзя, это гибриды, знаю, но уже попробовала. Это F1, а F2 прекрасные получаются кочаны, просто обалденные. В этом году у меня кукуруза, у меня нет слов. Ну, конечно, этому способствовала и хорошая погода, и шли дожди. Кукуруза, знаете, не пересыхала. Когда кукуруза пересыхает, у нее лист скручивается в трубочку, вот так вот. Такого в этом году не было. Поэтому кочаны... прополка, конечно, прополка. Потом окучивание. Меня спрашивают, почему у тебя кукуруза есть, у нас нету. Мы уже все точно так сделали, ничего нету. Потому что кукуруза любит окучивание. Сейчас я вам покажу. Смотрите, вот, видите, корень вылез. А вот если бы чуть-чуть больше сюда навернула бы я земли, было бы даже больше кочанов. Вот, смотрите, 1, 2, 3... 4, и уже, наверное, что-то я тут ломала, ела. Может быть, и дождем размыла. Знаю, что многие кукурузу пасынкуют. Ну, это нужно быть каким-то там специалистом, фермером. Я этого никогда не делала. И считаю, что мне будет этого достаточно. Я не знаю, может быть, это как-то влияет, конечно, на длину, величину кочана. Вы не поверите. Я сейчас вам покажу этот огромный кочан. Это все без посынкования. Главное, правильные сорта посадить, хорошие семена купить. И, естественно, агротехника. Вовремя прополоть, потому что бурьяны очень сильно убивают, забивают кукурузу на первоначальном этапе. И кукуруза тогда будет маленькая и хиленькая. Вовремя прополоть. Ну и поливы. Да, в этом году нам помогли дожди. Вот хотела бы я принести рулетку и померить вам высоту этой кукурузы. Ну, где-то 2 метра есть. Есть некоторые тут экземпляры, сорта, гибриды, вернее, правильнее будет сказать, которые выше 2 метров. Ну, а теперь приступаем к самому вкусному. Я буду ломать кукурузу и показывать вам, как она выглядит и какой, где сорт называется. Вот это тоже уже оставляю на семена. Я уже пробовала. Прекрасно F2 вырастает такая же классная кукуруза. 1 год можно точно использовать эти семена. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 сортов кукурузы у меня. Приступаем. Начинаем с канадской Супер Свит. Канадская Супер Свит. Сейчас такой этап, когда кукуруза уже практически вся готова. То есть не надо ходить и выбирать. Почему я особенно начинаю вот с этой кукурузы? На этом же стволе я оставляю на семена. Поэтому мне надо срочно вырвать всю кукурузу и оставить только эту, чтобы она максимально наливалась, чтобы к ней пошли все соки, все питательные вещества. Все это, чтобы пошло максимально на эту кукурузу. Поэтому сразу. И, кстати, мы можем так и сделать. На тех кустах, где я оставила на семена, мы с тех кустов возьмем и будем смотреть. Канада Супер Свит. Вот такая она. Вот такая кукурузка. Конечно, это кукуруза молочной спелости. Кукуруза, которая вот самая-самая первая, когда нам не терпится. Постоит она еще недельку-две, она еще больше наполнится. Обратите внимание, кочан какой большущий, огромный кочан.
кукуруза желтого цвета. Канадская Супер Свит. Полностью желтая. Кукуруза Добрыня. Кукуруза Добрыня мне тоже очень понравилась. Так, я ищу ту, которую я пометила. И чтобы с этого куста, ну здесь, наверное, не буду брать, потому что она немножечко... Давайте вот эту возьмем, смотри. Любую беру, даже не смотрю. Это Добрыня. Вижу желтая. Ого, тугая какая. Так. Молочная спелость. Смотри, какая. Боже, как она пахнет, как в детстве. Как в детстве пахнет. Понюхай. Угу. Помнишь, как пахло с кастрюли, когда мама варила? Точно такая. По внешнему виду очень похожа на Канаду Супер Свит. Так. Вот что я не люблю, когда начинаем заглядывать в кочаны, вот так вот воробьи начинают уже находить эту кукурузу и клевать начинают. А потому что заглядывали в качан. Я заглядывала, в частности. Відкритий был. Вот и Добрыня. Вот. Качан такой большой, крупный, полный. Хорошая кукурузка. Вот эта кукуруза привезена из Канады. И вот та тоже. Вот это два разных сорта. Обрати внимание, вот она какая-то приземистая. Низенька. Ага. Низенькая вот такая вот. И колосочки выпустила сверху, а кукурузка снизу. Вот она себя ведет одинаково. Это Супер Свит. А рядом это Биколор, тоже из Канады, привезенные семена. Биколор, так и называлась она. И покажу, какая она. Ого. Вот, Биколор. Двухцветная, беленькая и желтенькая. А сладкая она, это вам не передать просто. Это сладчайшая кукуруза. Вот такая вот она. Качан большой, хороший, налитый. Вот еще одну беру. Сейчас буду варить. Биколор. Гибрид Николь. Плохо, что я не подготовилась и не могу вам сказать, какой страны это кукуруза. Ну, это не трудно сделать, загуглив. Франция, очень, наверное. Очень много. Я просто теряюсь, какую же бы вам показать. Вот сейчас вот выломать, и чтобы вас удивить. Так, Николь. Очень толстые. Сейчас увидите. Смотрите, какие классные. И вот смотрите, какая ширина качана. Рядов сколько. Вот надо не полениться, посчитать, сколько здесь рядов. Набито плотно-плотно. Вот такая красивая. А пахнет... Ой, как она пахнет классно. Так. Я хочу в кастрюлю еще такую. Кукуруза Ноа. Кукуруза Ноа. Значит, она тоже такая вот... В основном кустистая к низу, ближе к низу. Кверху пошел цветок, а сами качаны внизу. Ну вот сейчас будем ломать. Я не знаю даже, какой бы вам взять на пробу. А ну давай туда посмотрим. Чтобы такой, знаете, сам смак был. Сейчас. Все-таки вот этот огромный качан есть. Ну, по-любому я буду все равно два. Не один качан, а два будем. Но желтая, желтоцветная. И тоже вот смотрите, какой... Это молочной спелости. Но рядов много. Вот, рядов очень много. Не желтенькая, но И, как мне сказали, что это очень супер сладкая. Так, и еще хочу одну такую. Я еще одну решила сорвать Ноа. Вот, потому что хочу сейчас ее... Она очень сладкая.
И уже почти полная кастрюля. А еще не все сорта вырвала. Так, сейчас Overland. Overland. Вот, беленьким я пометила. Так потрогала, вроде как ничего, хорошенькое. Но, смотри, молодюсенькая, молодюсенькая. Как раз у нас та уже подстаркувата будет, а это будет классно. Смотри, молодюсенькая, сильно молодая. Смотри, сильно. Да. Вот как раз этот ряд Overland. Вот, Да, я даже ее, да. может быть, видишь, осадилась она практически так же само. Вот что значит еще правильно подобрать сорта. Вот она какая молодая еще. И еще несколько недель. Вот, я даже больше с этого ряда и рвать не буду. Пусть она еще спеет. Вот я специально это сажу постепенно. Первую кукурузу я сажу в день посадки картошки. Вот сажаю картошку и сажаю сразу, ну, ряда 3-4 кукурузы. Но я рискую. Это очень большой риск, потому что заморозки и все. Кукуруза не любит вообще похолодания и морозов. И может замерзнуть, и, естественно, будут семена потеряны. Это риск. Но я так рискую каждый год и всегда с ранней кукурузой. Потом приезжаю я на дачу через неделю. Еще сажаю 3 рядочка. Потом приезжаю еще через неделю. Еще 3 рядочка сажаю. И таким образом у меня получается конвейер из молодой кукурузы. Мы приезжаем, и у нас всегда есть вкусная молодая кукуруза. Потому что, если вы знаете, кукуруза очень быстро стареет. И все, она годится только на корм птице. Еще у нас ракель. Так, идем в ракель. Ломаем ракель. И смотрим, какого она вида. Тоже двухцветная, вижу. Ой, какая она классная. Двухцветная. Качан большой, широкий, многорядный. И, ну, даже не знаю. Наверное, скорее всего, желтого больше цвета, чем белого, да? Да. Да, желто-белая. Вот такая ракель. И немножко про то, как я варю кукурузу. Сейчас насмотрелась видео, как варят люди кукурузу. Понаснимали видео, понапридумывали. И сливочное масло, и перец туда, и паприка. Самое неправильное – это солить кукурузу во время варки. Не надо, она твердеет. Кукурузу варят без соли. А солят уже, когда она готова перед самим употреблением. Заливаете водой холодной до кипения. После кипения 15 минут выключили и еще... И обязательно, когда кукуруза сварилась, 15 минут выключили и оставили в этой воде 15 минут просто полежать, ей успокоиться, набрать сока. И тогда это будет кукуруза сочная, вкусная. Достаете ее, присаливаете и кушаете. Сочинять ничего не надо. Так всегда ели, варили наши родители. Или бабушки, это самый лучший рецепт. Ну, а вот это уже поедет домой, в кастрюлю. Вот. И для того, чтобы все время кушать сладкую кукурузу, я рекомендую вам ее отварить, буквально всю, потому что на следующий день, если вы будете ее варить, она уже будет не такая сладкая, если она будет вот в таком кочане. А если она будет сваренная, и вы ее не успели скушать, положите ее в холодильник. И в холодильнике вы можете еще 2 дня ее кушать, но она уже будет просто сладкая. Сейчас у нас на базаре 1 качан вот такой кукурузы стоит 35 гривен. Поэтому есть смысл купить семена и посадить
у себя на огороде.